Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю очень вкусные домашние батончики Баунти. Нежная мякоть кокоса в шоколаде. Эти сладости мысленно перенесут вас на тропический остров с первого же кусочка. Такие батончики Баунти готовятся быстро и просто. Для всех любителей кокоса это настоящее наслаждение. Для рецепта мне понадобится я использую вот такую мелкую кокосовую стружку. Добавляю в нее сахар, щепотку соли, вливаю сливки. Для рецепта я использую жирные сливки, жирность 33%. Хорошо все перемешиваю. Получается вот такая масса, и сейчас мне ее надо прогреть. Перекладываю ее на сковородку с толстым дном. Ставлю на плиту и при постоянном помешивании прогреваю. Благодаря этому кокосовая стружка хорошо набухнет и конфеты получатся очень вкусные. Сахар в рецепте можно корректировать по вкусу. Если вы хотите более сладкие конфеты, добавляйте больше сахара. Также можно добавить какой-либо ароматизатор. Можно добавить либо кокосовый экстракт, либо экстракт ванили. У меня здесь очень свежий ароматный кокос, поэтому я ничего добавлять не буду. Из кокосовой стружки при нагревании также выделяется вот это кокосовое масло, которое дает вот такой очень классный аромат. У меня масса сейчас уже горячая, и я ее снимаю с плиты. Перекладываю ее в миску. Немного утрамбовываю. Закрываю пищевой пленкой и оставляю массу остывать до комнатной температуры. Из остывшей кокосовой массы формую батончики. Делаю это при помощи вот такой ложки, чтобы батончики получились одинакового размера. Хорошо в руках сжимаю массу и придаю форму. Размер батончика выбирайте на свой вкус. Заготовки перекладываю на пергаментную бумагу. И таким образом формую все батончики. Постарайтесь их хорошо прижимать, чтобы масса держала форму. Всего из этого количества ингредиентов у меня получилось 17 батончиков. Сейчас их надо полностью охладить, а еще лучше отправить их в морозильную камеру, хотя бы минут на 30-40. Батончики я достала из холодильника. Они у меня лежали просто в холодильнике примерно 2 часа. Посмотрите, они вот так вот хорошо затвердили. И их будет легко покрыть шоколадом. Для рецепта я буду использовать плитку обычного черного шоколада с содержанием какао 72%. Можно также использовать и молочный шоколад, как вам больше нравится. Разламываю шоколад на кусочки. Сейчас я его буду прогревать в микроволновой печи короткими импульсами, примерно по 10-15 секунд, каждый раз хорошо перемешивая. Очень важно не перегревать шоколад, чтобы он не свернулся. И также в шоколад я добавлю растительное масло без запаха, примерно 2 столовые ложки, чтобы глазурь была мягче, чтобы она не была слишком такой плотной и твердой. Хорошо перемешиваю до объединения масла и шоколада. Проверяю, чтобы растопились все кусочки. В итоге вот такая красивая блестящая глазурь получается. И сразу же можно приступать к глазированию батончиков. Беру батончик, опускаю его в шоколад, аккуратно достаю, даю стечь излишком шоколада и переношу обратно на пергаментную бумагу. Повторяю все точно так же со всеми батончиками. Я покрыла шоколадом все батончики. И сейчас отправляю их обратно в холодильник, чтобы хорошо застыла сверху глазурь. Когда шоколадная глазурь застыла в холодильнике, сверху батончики можно еще украсить полосками шоколада.
После того, как нанесли рисунок, также отправьте батончики еще минут на 5 в холодильник, чтобы вот эти полосочки застыли. И все готово. Вот такая красота получается. Я желаю всем приятного аппетита, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!